Добрый день, дорогие весы! Добро пожаловать на мой канал, и это ваш гороскоп на зиму 2026 года. Да, дорогие, присаживайтесь поудобнее, будем планировать январь, февраль и март. Я буду рассказывать, как астрономическое событие будет влиять на каждую декаду весов. Да, это гороскоп по декадный, и вы можете смотреть его как по Солнцу, так и по асценденту. И да, дорогие, скажу, что если вы будете смотреть этот гороскоп от начала и до конца, то вы получите максимальную пользу для себя, потому что я не только говорю, как хорошо сложится определенное событие для каждой декады весов, я еще и говорю общую информацию для весов, которая будет складываться у всех, основываясь на вашем управителе Венера. Ну что, дорогие, поехали. Весы первой декады – это все те, кто родился в сентябре. Весы второй декады, если вы смотрите по Солнцу, это все те, кто родился с 1 по 10 октября. Весы третьей декады – все те, кто родился с 11 октября и до знака зодиака Скорпион. Если вы смотрите этот гороскоп по асценденту, тогда делите 30 градусов знака весов на 3 равных отрезка. И если ваш асцендент попадает с 1 по 10 градус, это первая декада. Если с 11 по 20 градус, это вторая декада. Если с 21 по 30 градус, тогда вы третья декада весов по асценденту. Ну что, дорогие, поехали. У нас 2026 начинается очень ярко, очень интересно и амбициозно. 3 января у нас сразу полнолуние. Полнолуние у нас в раке. Можно таки сказать, эмоциональное полнолуние. Будет ли влиять на весов? Будет. Будет очень сильно влиять? Нормально. Как будет влиять? Дело в том, что на этот момент Венера, ваш управитель, будет в соединении с Солнцем, с Марсом в Козероге. При всем при этом будет в оппозиции с Луной в соединении с Юпитером. Кто максимально прочувствует, вообще прочувствует это полнолуние, вообще все весы. Это внутренний такой момент, можно таки сказать, конфликт, самоопределение, внутренних ожиданий от своих жизней, чего же нам хочется в нашей жизни, реализации в карьере, в семье, в родительстве, потому что Юпитер-то у нас идет по знаку рак, и это такая история, когда хочется очень многого от этой жизни. И я не могу сказать, что, например, весы третьей декады не почувствуют вот это желание нечто большее иметь в своей жизни. Наоборот, почувствуют, захочется и работу, карьеру, да, и финансовую составляющую, и захочется еще и отношений, в которых вы будете раскрываться как личность. И кто сказал, что это плохо? Это необходимо. Вопрос другой, что нужно сделать, потому что здесь возникнет такой конфликт мужского и женского, и здесь, конечно же, нужно это понимать, что возможны разногласия в паре, возможны моменты, в которых вы где-то будете не стыковаться и захочется очень сильно поспорить, это у весов третьей декады, поэтому здесь, дорогие, держите компромисс, наводите порядок в своих отношениях для того, чтобы не ругаться, потому что может дойти до очень сильного кризиса в отношениях. Вот, когда вам будет казаться, что вы друг друга вообще никак не понимаете. Но то, что будет происходить в начале января, это такой конфликт, который на самом-то деле важен. Важен всем весам для того, чтобы понять, куда двигаться дальше. Потому что здесь вот эта ось полнолуния, можно это так сказать, находится с узлами кармическими в очень гармоничных аспектах для того, чтобы найти какие-то сложности в своем характере, их поменять и пойти дальше. Потому что нам же всегда кажется, что мы самые лучшие, а партнер у нас немножко не дотягивает. На самом-то деле партнер – это всегда наше зеркало. И если партнер как-то вот на нас ворчит, кричит, с нами не согласен, то в глубине души мы тоже где-то не согласны, просто боимся себе в этом признаться. Весы второй декады, конечно же, вы по амплитуде почувствуете очень сильную такую волну от этого полнолуния. У вас будет большой всплеск эмоций, большой всплеск энергии. И вам, конечно же, будет с этого момента захочется очень сильно ускориться в работе. Кто-то поймет, что не реализован вообще в карьере, нет денег, отсутствует стабильность,
захочется стабильности, захочется денег, захочется стабильности в отношениях, захочется семью, детей, захочется всего, чего только может хотеться. Я не могу сказать, что это плохо, потому что для весов второй декады это отличная история разобраться во всех своих «хочу» до конца апреля 2026 года. Поэтому, дорогие весы второй декады, у вас очень мощно начинается январь, и он со второй половины таки начнется очень сильное действие. У нас вообще, сейчас всем весам говорю, у нас вообще с 8, 9, 10, 11, 12 января начинается ускорение такой жизни, да. Могу сказать, что у весов третьей декады оно начнется раньше, да, как раз-таки с полнолуния 3 января. У весов второй и первой декады чуточку позже, но однозначно мысли, осознания придут 3 января в полнолуние у весов второй декады, и захочется резко начать что-то делать. Я всегда говорю, когда мы максимально не согласны с реальностью, мы берем ежедневник, свой планер и максимально пишем, чего мы хотим. И превращаем это не в эфемерные желания, превращаем это в план и пишем, когда мы будем это действовать. Когда мы будем это делать, реализовывать, то есть превращаем это в действие. Вообще это очень хорошая история на эту зиму, особенно на февраль и на март. Решить все свои проблемы действием, тогда будет получаться хорошо. У весов первой декады январь начинается, не могу сказать, что как-то он будет очень ярким. Конечно же, вам тоже захочется всего очень мощного, очень яркого и интересного в работе, финансов побольше, хорошую должность, положение, уважение. В семье вам тоже захочется любви, это будет такой конфликт мужского и женского. Не могу сказать, что у весов первой декады здесь будет какой-то очень сильный прорыв в самом начале января. Здесь будет по большей части конфликтная такая история, конфликтные ситуации, потому что здесь и Меркурий дает квадратуру, который сам в квадратурах с Сатурном, с Нептуном. То есть это эмоции такие, может даже депрессивные, неудовлетворенность, потому что у нас еще в январе и Нептун, и Сатурн будут находиться в рыбах, да. Поэтому это такие эмоции, когда нам жаль, когда мы переживаем, когда мы немножечко уходим в депрессию. Но если вы творческий человек, для вас это абсолютно нормальные эмоции, для вас это очень хорошее время для написания книги, лучшего хита, бестселлера, снять лучшее видео, фото отснять, фотосъемки. То есть все, что связано с творческой профессией, музицируете ли вы, работаете ли вы в журналистике, для вас это потрясающий месяц работы, очень творческий, очень продуктивный, очень вдохновляющий. Весы первой декады действуйте, делайте как можно больше, будет получаться хорошо. Не сразу, но хорошо. Будет много эмоций, трудности тоже будут. Если у вас останавливаются какие-то сделки, договорные отношения, потерпите чуточку, чуть позже они включатся и будут работать как надо. У весов первой декады по большей части основная история, которая не приводит вас к прорыву, это Лилит, которая идет по Стрельцу. По первой декаде Стрельца, вот 20 декабря 2025 года Лилит перешла в знак Стрельца и будет двигаться до конца марта по первой декаде Стрельца и будет делать аспект весам первой декады. Так вот, это все наши страхи, волнения, переживания, фобии, то, чего мы боимся, и боимся себе в этом признаться. Да, а так как Лилит идет по Стрельцу, это боязнь успеха, боязнь, что нас не заметят, не оценят. Это все наши страхи внутреннего нарцисса, наша гордыня завышенная. Или же мы, наоборот, свое «я» куда-то очень сильно далеко засунули, чтобы оно у нас не проявлялось никак. То есть где наше мнение? Оно завышенное, либо оно заниженное, да? И здесь вот такая вот история. Почему у большинства не получается достичь успеха, больших денег, например, какого-то там прорыва? Потому что Лилит по Стрельцу – это история большого масштабного прорыва, но она не получается. Почему? Потому что деньги, публичность – это та история, которая расширяет наш характер. И многие не приходят к этому, потому что боятся, что их в прямом смысле размажет, получится не так, как хотелось бы, да, то есть получится наоборот не восторг, а разочарование, потому что мы знаем про себя то, в
чем часто боимся себе признаться. И очень многие люди, дойдя до того самого результата, который хотели давно получить годами, десятилетиями, на полшажочка разворачиваются обратно. Почему? Потому что не знают, а что там потом делать. Там же нужно делать еще очень больше, потому что не проработан характер, непонятно, что делать дальше. Вы ходите совсем не туда, не в ту историю. Вот такая история с Лилит, она до конца марта работает со стрельцами с весами первой декады, потом будет вопросики на страхи, переживания, волнений, фобии с весами второй декады. Идем дальше. Январь у нас идет на ускорение в десятых числах, и там прям почувствуется такое мощное волнение, движение вперед, и все будут чувствовать какое-то такое, не нагнетение, могу сказать. Январь вообще, в принципе, у нас по событиям очень такой приземленный месяц, очень достаточно стабильный, нежели февраль. Можно планировать, можно действовать, решать свои финансовые вопросы. Это я сейчас всем весам говорю. Пока у нас до 18 января Венера будет находиться в Козероге, то есть это приземленные цели. Действуйте, реализуйте то, что хочется делать, да. И следующее у нас такое из мощных событий, это, в середине месяца у нас Юпитер возвращается во вторую декаду Рака, начинает максимально очень сильно влиять на весов второй декады. Это напряженный аспект. Здесь смотрите, весы второй декады. Внутренние противоречия, нереализованность в личной жизни, все, что связано с Юпитером, будет очень сильно как раз-таки о себе напоминать. Юпитер – социальная планета. Про что его аспект? Юпитер – это про наше знание компетенции в работе, в реализации, в карьере. Это переезд, возможно, даже иммиграция, но по большей части это переезд, нахождение в другом месте какое-то время и возвращение обратно. За границей какое-то время возвращение обратно. Хорошее время для поездок, для командировок, для обучения, для различных курсов повышения квалификации. Пока Юпитер идет по раку, захочется семьи, захочется романтики, отношений, ребеночка, захочется решить свои финансовые вопросы, вообще свои трудности в жизни путем покупки недвижимости. Тоже хорошая история. Путем выхода замуж, замужества, женитьбы, да, если для мужчин тоже хорошая история. Но если эта история будет складываться на напряжении и аритмии, тогда это, скорее всего, будет такой нервный брак. Все, что связано с поездками, с работой. Да, не будет легко, но кто сказал, что на напряженных аспектах это делать нельзя? На напряженных аспектах получается все, что связано с работой, даже ярче. Юпитер – это добрая планета, и в случае чего у нас могут быть просто волнения и переживания, мы можем предъявлять претензии, но… Однако, что я должна предупредить для весов второй декады? О чем? Возможны у вас различные судебные разбирательства, судебные иски, вопросики, особенно если вы сами к этому идете, потому что у весов второй декады к этому есть тенденция до конца апреля 2026 года. Поэтому здесь смотрите, если вы в эту историю входите, то тоже просто не будет. Будьте аккуратны, опять же, со своей репутацией в профессиональном плане для того, чтобы было вам легче двигаться. Дальше это весы второй декады. И мы плавно движемся к новолунию, к новому лунному циклу, который начнется 18 января. Это новолуние в Козероге. То есть могу сказать, что смело это новолуние требует от нас, от всех, приземленности, такого четкого, реального взгляда на свою жизнь, на свои проблемы, на свои вопросы, на свою личную жизнь, на свою карьеру. И здесь нужно таки нормально понимать. Вы меня сейчас спросите, скажете: Женя, а что вообще вот весь январь делать до этого новолуния, потому что у нас там покупки, продажи, у кого-то сделки, да, у кого-то там ссоры. Вот я про это и говорю, что у нас с 9, 10, 11 января у нас еще собираются планеты Меркурий, Марс, Солнце, Венера, и все это к 18 января
подтягивается к Плутону. То есть это большое скопление планет, там еще и Луна будет. Все это скопление планет находится в оппозиции с Юпитером, когда мы можем конфликтовать, потому что мы недовольны от своей жизни. Кто будет это чувствовать? Это будут чувствовать все весы, потому что ваш управитель точно там же находится, вот в этом мероприятии. А Венера там в соединении с Плутоном, между прочим, ближе всех сходится. А Венера в соединении с Плутоном – это мощный аспект, когда нам хочется очень много. Очень страстных отношений, потрясающего секса, хочется много денег, высокой должности, при этом хочется большого такого масштаба, потому что у нас 18 января, даже 17 Венера переходит в знак Водолея и очень плотно встает в соединении с Плутоном. И здесь вот такой большой масштаб личности хочется всего и сразу. Вот весам вот здесь прям всем захочется сразу тогда, потому что ваш управитель вот так находится. При всем при этом вот большое количество этих планет находится еще в очень гармоничном аспекте с Сатурном, с Нептуном и с Ураном. О чем это говорит? Но вообще для всех весов в этом январе это время хорошего прорыва. Опять же, это аспекты, которые просят больших действий. Здесь не получится просто мечтать, медитировать, ждать вторую половинку, когда нам что-то купит, как-то договориться с начальством, чтобы у нас все было легко. То есть здесь не придет волшебник, не подарит. Здесь нужно делать все самим. Вот январь такой, февраль тоже такой, и март. Там у нас еще и Марс. В феврале у нас все это добро будет находиться в Водолее, когда нам кажется, что все должно быть в легкости, но по итогу мы поймем 3 марта, когда закончится коридор затмений, что вообще в легкости-то ничего не пришло. А в марте у нас все будет в рыбах, когда мы тоже будем в иллюзорном восприятии находиться, когда мы доверимся своим надеждам и иллюзиям, но по итогу тоже можно все пропустить. Поэтому я немножечко забежала вперед, да, но возвращаюсь назад в реальность в январь и говорю, что вот в январе нужно сделать максимум. Почему? Потому что стабильность аспектов говорит о том, что если у весов первой, второй и третьей декады есть желание и средства, и вообще настроение, вы вообще об этом думали, к приобретению недвижимости, это очень хорошие аспекты. Покупайте. Если вы хотите потратить деньги на какие-то непонятные странные вещи, лучше не стоит. Деньги вам будут нужны, поверьте, этой зимой. Сохраните их. Если вы хотите приобрести автомобиль, это тоже очень хорошая идея, потому что Венера находится в очень гармоничном аспекте с Ураном. Понимаете, о чем я говорю? То есть здесь покупка квартиры, покупка машины – очень классная история, потому что это большие, мощные, стабильные вещи, за которые вы, даже если вы их купите в кредит, потому что Венера в соединении с Плутоном, это когда мы что-то приобретаем за кредитные средства, ипотечные, и это тоже нормальная история. Главное четко себе понять, откуда вы будете брать деньги и как вы будете за это платить. И тогда у вас все сложится хорошо. Главное здесь потом не пойти обратно и не начать сожалеть о своих решениях в феврале. Тогда, конечно, февраль немножечко вот внесет неразбериху. Множечко. Так вот, поэтому покупки для того, чтобы кого-то удивить, не надо. Покупки для того, чтобы сделать свою жизнь удобной, стабильной, понятной, чтобы внести, чтобы это был новый уровень вашей жизни, вы облегчили себе жизнь, изумительно, потрясающе, хорошо. Приобретать знания, навыки, компетенции – тоже хорошая история. Если работать с иммиграцией, вам захочется переехать, после 15 января тоже складываются все эти аспекты очень сильно и хорошо, и это тоже благоприятная история на иммиграцию, для того, чтобы разбираться с бюрократией, вообще готовить документы, сделки, недвижимость, покупки, продажи – тоже очень хорошая история. Судиться не могу сказать, что получится легко. Не могу сказать, что получится легко, потому что Юпитер все-таки в оппозиции к большому количеству аспектов. Понимаете, да, на что я ориентируюсь? Либо же пишите в комментариях свою дату, время, место рождения, ваш вопрос, и я посмотрю, получится у вас или не получится, потому что, судя по другим знакам зодиака, уже многие на самом-то деле в январе собрались судиться. И я так раньше не вносила судебные истории в прогноз, а тут получается, что эта тема оказывается очень важная. Так вот, идем дальше. У нас запускается новый лунный цикл, который будет в Козероге. Запускается он 18 января. И на ближайший месяц, до 17 февраля от нас,
требуют звезды, просят и говорят, что если мы будем придерживаться стабильности, то все у нас будет хорошо. Почему, вы меня спросите и скажете, мы весы, мы любим в легкости. Сейчас просто я начну разговаривать про февраль, где легкости у нас будет в легкости пришедшие вопросы, о которых мы вообще не просили, но это про другое. Опять же, да, конец января. Из важных, значимых событий на конец января, которые не могу не рассказать, это Нептун 26 января 2026 года меняет свой знак, из Рыб переходит в знак Овна. И это максимально начинают чувствовать весы первой декады. Аспект неприятный. Опять же, если вы творческий человек, эта история, связанная с написанием лучшего хита, это лучшая ваша картина, это ваш лучший творческий проект. И если вы хотите вложиться в рекламу мощную, глобальную, интересную, что-то креативное подключить, очень хорошая история. Но будет вызывать депрессивные эмоции, если вы человек абсолютно приземленный, ну, например, у вас все остальные планеты в Деве, но вот Солнце уже в Весах, да, и здесь тогда вам будет немножечко непонятно. Опять же, если свои эмоции пристроить в продуктивное русло, получится нормально. Нептун переходит в знак Овна, эмоции наши становятся очень яркие, очень заметными, и нам сложно будет их скрывать. Пока Нептун находился в Рыбах, все тайны были скрыты, все было скрыто, а здесь начнется все раскрываться, и очень сразу Нептун это еще про скрытых врагов наших, поэтому здесь будет эта история тоже максимально выходить. Все наши тайные скелеты в шкафах, иллюзии, они тоже будут становиться явными, розовые очки будут разбиваться. Поэтому, дорогие, понимайте, даже если вы весы второй и третьей декады, на вас этот аспект в ближайшие 5 лет не будет действовать. Так вот, на других-то людей будет влиять Нептун, понимаете? Поэтому здесь тоже прекрасно понимайте, что этот аспект будет влиять на нас, на всех вот так косвенно в том числе. И да, если вы человек приземленный, то Нептун в напряженном аспекте может давать депрессивные события, разрыв отношений, нестабильный эмоциональный фон. Здесь не уходить нужно в депрессию, здесь нужно реалистично понимать, что происходит в вашей жизни. Понимаете, мои дорогие? И да, на весов второй и третьей декады Нептун не будет влиять. На весов второй декады ближайшие 5 лет, через 5 лет только начнется влияние, на весов третьей декады через 10 лет. Вот такая история, это я вот так вот прям округлила. Идем дальше. Февраль начинается у нас очень тоже бодро. У нас 1-2 февраля полнолуние. Полнолуние во Льве. Да, почему две даты? Все зависит от того, в какой части нашей планеты, в каком полушарии вы находитесь. Понимаете, о чем говорю? От этого и зависит. Полнолуние во Льве. Очень сильно и остро работает ось Льва Водолея. Что случится в этот период? Вот те весы, которые начнут продуктивно работать и понимать, ради чего они это делают, здесь будет таки понятно, да, что происходит. Здесь будет такое движение вперед, и здесь захочется просто больше финансов, больше влияния, больше внимания. И эта история очень такая на самом-то деле интересная. Весы первой декады, не уходите в агрессию. Вам бы свою агрессию в этот момент, в это полнолуние пустить прям в продуктивность, в работу, в усердие, потому что Солнце с Луной будут еще в аспекте, в напряженном аспекте с Марсом и с Плутоном. А Марс-Плутон – это аспект разрушающий, и если мы не применяем эту силу в бизнес, в деньгозарабатывание, в построение там карьерных реализаций, в решении вопросов, тогда мы можем разрушать свои связи, контакты, отношения, в том числе любовные отношения, в том числе. Поэтому весы первой декады у вас вообще мощная такая история. Пусть Нептун дает и к вашему Солнцу такой депрессивный, напряженный аспект, но Плутон-то в гармоничном аспекте с Марсом, поэтому здесь продуктивность, работа, финансы. Ускоряйтесь, идите вперед, и будет у вас хорошо. Понимаете, я о чем говорю? Весы второй декады. У вас, дорогие, здесь история в этом феврале и в это полнолуние. Это история, конечно же, построения отношений, взаимовыгодных, мощных, интересных. Здесь, конечно же, захочется поругаться, доказать свою правоту, свою точку зрения. Не надо так делать. Здесь просто понимайте, что
вам нужно понять то, что вы хотите в своей жизни видеть, куда вы хотите идти, свои моменты, цели, реализации, где вы потеряли себя, где вы слились в отношения, где вы перестали вкладываться в отношения, в работу, в финансы, в свое развитие, в свою реализацию. Тогда будет получаться все очень хорошо. Очень на самом-то деле важное полнолуние для весов вас должно взбодрить и нацелить на результат своей жизни. Весы третьей декады у вас, дорогие, смотрите. У вас здесь Венера с Меркурием в соединении на момент полнолуния делают очень такой гармоничный аспект Солнцу весам третьей декады. Это отношения, это коммуникация, но в случае того, если вы не договоритесь, потому что в моменте вам захочется больше свободы, вам захочется, чтобы вас заметили, вот гордыня поднимется до небес у всех весов в это полнолуние. В какой-то момент это хорошо, в какой-то момент это может опустошать и обнулять отношения. Опять же, здесь будьте аккуратны с этим, с своим завышенным мнением. Но у весов третьей декады здесь еще и Венера с Меркурием, Венера, ваш управитель, будет идти дальше и сближаться в квадратуру с Ураном. Когда в этом феврале можно начудить и разрушить свои отношения. То есть весы третьей декады, будьте аккуратны в своих отношениях, потому что можно в этих отношениях расстаться, особенно если у вас много лет жизни, множество событий. И я не скажу, что получится очень легко выйти из этих отношений, потому что здесь на самом-то деле есть еще и другие аспекты, которые держат. Вам захочется вернуться, вам захочется все изменить, вы будете чувствовать себя одинокими, потому что аспект такой. В моменте хочется свободы, хочется легкости, потусоваться, ни за что не отвечать, но по факту после пройдет время и захочется очень сильно обратно. Вот такая история. Понимаете, я о чем говорю? Поэтому здесь понимайте, что вы делаете и ваши принятые решения. В финансах не сорить, получится обнулиться очень быстро. Здесь, наоборот, нужно делать все, чтобы притягивать к себе финансы, искать компании для того, чтобы решить свои какие-то дела, постараться урегулировать финансы как можно скорее, тогда будет получаться хорошо. Но ни в коем случае не тратить, не распылять себя, не распылять свои силы не надо. И мы идем дальше. У нас 4 февраля выходит из ретроградного движения Уран, и он начинает плавно двигаться в сторону знака Близнеца. 26 апреля 2026 года он поменяет знак на Близнецы и будет влиять на весов. То есть у весов начнется ускорение. У меня есть на эту тему большое видео «Уран в Близнецах». Посмотрите, в конце ролика прикреплю, как в ближайшие 7 лет Уран будет влиять на каждую декаду весов. Там есть, конечно, ваши любимые тайм-коды. Посмотрите. И да, идем дальше. Уран – это наше движение в будущее, это резкое изменение жизни. В том видео я про это рассказала. Но мы движемся к середине февраля, и в ночь с 13 на 14 у нас Сатурн меняет знак. Он из знака Рыбы переходит в знак Овна, и он будет очень быстро идти по Овну. То есть он переходит в Овна и начинает напряженным аспектом оппозиции влиять на весов первой декады. О чем аспект Сатурна? Сатурн – это наша социальная роль, социальная маска, это наши доблести, достижения в социальном мире, наша карьера, наша работа, наше положение в обществе. И это не просто наша должность, например, в какой-то крупной структуре, это наше положение в обществе, наш социальный статус, брачный статус партнерства или же наоборот нет. Это наше рабочее состояние или нет, это изменение нашего социального статуса, все бюрократические вопросы, связанные с документами. Понимаете, я о чем говорю? То есть здесь, возможно, будет приобретение недвижимости в том числе. Да, вы мне скажете, что на напряженном аспекте сделать это очень сложно. Сложно, но не невозможно. Кто сказал, что не невозможно? Понимаете, да? Но опять же, это те решения, которые сильные, очень мощные. Работа на напряженном аспекте, та, которая заставляет нас подниматься еще выше. И если вы человек-бизнесмен, для вас эти аспекты очень хорошие. Если вы личность напряженная и знаете, что вы всю жизнь пашете, то для вас это тоже очень важный, мощный аспект. До
Сатурн будет влиять на первую декаду весов до конца апреля 2026 года. Потом он переключится и будет влиять на вторую декаду весов с мая по октябрь 2026 года. Потом он вернется опять в первую декаду, очень быстро проскочит, и уже в начале 2027 года, весной, он уже будет влиять на весов третьей декады. Понимаете, я о чем говорю? Также Сатурн на напряженном аспекте, если вы не включаетесь в продуктивное действие, работу, карьеру и статус, тогда это финансовые трудности, долговые обязательства, когда нужно платить по счетам, но нам это не нравится. Это развод, это ощущение чувства, что мы одиноки, и нас не любят и не понимают. Почему? Потому что мы сами где-то себя перестали любить и понимать. У меня есть на эту тему большое видео «Любовный гороскоп». В конце ролика его прикреплю. Либо зайдите на канал и посмотрите. Там разлиновано. Все с тайм-кодами, как вы любите. Там про каждый кризис планеты, когда она заходит и заглядывает, как происходит наша жизнь с влиянием каждого определенного аспекта. То есть каждый минус в нашей натальной транзитной карте можно изменить в плюс, было бы желание. То есть напряженные аспекты – это не приговор, это не история сложная, это не история, когда у нас ничего не получится. Нет, напряженные аспекты, они для того и приходят, для того, чтобы поднять нас на новый уровень. Поэтому если у вас на 2026 год и на свою жизнь в принципе вообще такой основательный план, подключайтесь под напряженные аспекты, и они будут вас очень стимулировать расти вверх. И мы идем дальше. Про Сатурн рассказала. Следующее очень яркое, интересное и не совсем простое событие февраля – это коридор затмений. Включается он у нас 17 февраля, заканчивается 3 марта. Начинается новолунием в Водолее, то есть это растущий лунный цикл в коридор затмений. Плюсом у нас в этот коридор затмений с 26 февраля по 20 марта включается ретроградный Меркурий в рыбах. В рыбах. Понимаете, я о чем говорю, да? То есть это нестабильная позиция у Меркурия. Опять же, если вы творческий человек, для вас это потрясающее время. Если вы запланировали какой-то большой мощный проект на вторую половину февраля, какой-нибудь большой рекламный, международный, миграцию, переезд, это нормальная история. Даже если вы запланировали себе какие-то эмоциональные события на конец февраля, тоже очень хорошая история, да, то здесь будет очень хорошо эта история проживаться. Да я сейчас всем весам говорю, понимаете, я о чем? И да, заканчивается коридор затмений у нас 3 марта, и это полнолуние в Деве. Понимаете, о чем я говорю, да? Что у нас в феврале захочется вот такое, с самых первых чисел нам захочется такое состояние легкости. В прямом смысле весам очень сильно захочется облегчиться, захочется сбросить весь балласт своей жизни, но там Сатурн еще меняет знак, Нептун поменял, Сатурн меняет, который еще заставляет зрело и здраво и трезво смотреть на свою жизнь по факту. Если есть долги, нужно их закрывать, если есть какие-то вопросы в профессии, нужно их закрывать, если есть вопросы в отношениях, нужно с ними разбираться, иначе это все полетит очень быстро. И да, получится это все урегулировать, но было бы желание, да. Чем сложен коридор затмений? Потому что это всегда эмоциональный период. И когда мы начинаем этот коридор затмений, у нас вообще всегда коридор затмений – это эмоциональный период, и там всегда замешаны кармические узлы. То есть, когда он у нас включается, у нас кармические узлы вот рядом не будут работать. Но по факту завершения, конечно же, там будут кармические узлы. То есть все то, с чем мы не справимся в феврале, у нас еще будет такой повтор в августе, когда кармические узлы поменяют ось на Льва Водолея. И с 12 по 28 августа у нас будет следующий коридор затмений в 2026 году. И вот там уже будут другие вопросы. И там на начало коридора затмений Венера будет в оппозиции с Нептуном. Сложная будет история для весов, да, для любовных отношений, для финансов. Будет такая запутанная история романтиков, любовных треугольников и тому подобное. Поэтому вот здесь в феврале постарайтесь быть максимально реалистичны, насколько это получится, потому что захочется очень сильно уйти в какие-то иллюзии, в какие-то воздушные замки себе построить, захочется себя как-то убрать из вот этой такой сложной истории. Но опять же,
Необходимо здесь разобраться со своим будущим, куда же вы идете, потому что на момент включения коридора затмений Венера будет в соединении с северным кармическим узлом, понимаете, ваш управитель. При всем при этом Венера будет в гармоничном аспекте с Юпитером, то есть все весы первой, второй и третьей декады, принимающие решения в этом феврале, в этом коридоре затмения, необходимо будет четко смотреть на свою жизнь реально. И я не могу сказать, что это просто нужно смотреть на свою работу, на свои желания, на свои ощущения, да. Вы здесь, конечно же, по большей этой части Венера будет в рыбах, и это желание смотреть только на свои ощущения, нравится, не нравится и тому подобное. Но чем приземленнее будут ваши действия, чем приземленнее будут ваши эмоции, тем практичнее выбор вы сделаете на самом-то деле, да, потому что Венера еще будет в квадратурах к Лилит. То есть кармические узлы в соединении будут с Венерой, и еще квадратура с Лилит, когда это все будет основано на наших страхах, переживаниях, фобиях, боязни пойти вперед, боязни что-то сделать из своей жизни, хотя Юпитер здесь говорит, сделай как можно больше, максимально вложись в свое будущее, в свою реализацию, в заработок финансов, не уходи в иллюзии, не уходи в какие-то планы, отлетевшие от реальности. И да, это новолуние, этот коридор затмений будет сложным для весов третьей декады. Захочется, конечно же, разорвать все отношения, захочется уйти в закат, ни за что не отвечать, не брать никакую ответственность, от нее освободиться. Постарайтесь немножечко задержать дыхание, и чуточку позже вы скажете себе спасибо за то, что остались, за то, что подумали, за то, что прочувствовали, да. У весов второй декады здесь история движения вперед, роста карьерного, стабильного, мощного, интересного. И это очень хорошая история, если вы будете опять же развиваться, если у вас не будет претензий, не будет ворчания. У весов первой декады здесь, конечно же, Сатурн с Нептуном будут стимулировать двигаться вперед, хоть и на напряженных аспектах, да, поэтому не страдаем, не уходим в депрессивное состояние, наоборот, идем в свою жизнь в развитие, здесь и Плутон в гармоничном аспекте, поэтому сделайте как можно больше, и тогда у вас в этот коридор затмений все будет хорошо и стабильно. Но опять же, наши эмоции очень часто выигрывают над нашей реальностью. Не затяните. И мы идем дальше. У нас 3 марта заканчивается коридор затмений. И вот здесь, конечно же, у нас и Солнце с Луной в соединениях с кармическими узлами очень сильно почувствуют эту историю весы первой декады. Максимальное количество страхов у вас будет выходить, потому что придет ощущение, что не сделали ничего из того, что планировали. То есть был момент разочарования, был момент остановки, не пошли дальше, побоялись, смолодушничали. И вот если вы не пошли дальше, побоялись, то тогда в март, скорее всего, вы будете обдумывать свои ошибки и также сидеть, переживать. Я же все-таки за то, дорогие, чтобы не остаться в марте еще один месяц, думать о каких-то таких мыслях, рефлексировать. Почему? Потому что нужно идти очень сильно вперед. Мир у нас будет в 2026 меняться очень быстро, поэтому не позволяйте внешним событиям влиять на вашу личную жизнь. Понятное дело, что мы не роботы, мы люди, но идите по своему плану, не бойтесь. Если вам кажется, что вы недостойны, достойны, мои дорогие, делайте. Весы второй декады. У вас очень хороший должен быть результат в этот коридор затмений, внутреннее ощущение, осознание. Если вам будет казаться, что вы сделали мало, постарайтесь сделать еще больше. В работе, в финансах только приземленные. Постарайтесь не пылить деньгами. Опять же, это повторяю, в начале гороскопа говорила, что вообще у нас зима не для того, чтобы тратить деньги по прихоти на какие-то непонятные штуки, а для того, чтобы финансы сохранять и приумножать. И это будет очень хорошая история. Повышайте свои компетенции, разбирайтесь в своей личной жизни, стройте себе план, у вас все должно складываться хорошо. Весы третьей декады. У вас на финал этого коридора затмений на самом-то деле хочу сказать, что должно получиться очень хорошо двигаться вперед. Опять же, напишите себе четкий план действий, реализацию. Если вы не ушли в закат, здесь будет такое очень хорошее время немножечко отдохнуть. Кто сказал, что отдыхать не надо? Надо отдыхать, надо давать себе вот это настроение, в котором будет хорошо. Опять же, вам захочется уже буквально с 6 марта очень сильно вот так что-то начать делать. И действительно будете и в финансах работать, и
Если инвестиции, только смотрите, чтобы это все было стабильно. Венера переходит в знак Овна, и то есть настроение у весов третьей декады будет такое яркое, интересное. Венера еще будет в соединении с Нептуном и в соединении с Сатурном. Сатурн притягивает деньги, притягивает ответственность больше. Нептун дает вот такое большое расширение, видение глобального. Выходите за масштабы своей личности, и тогда будет хорошо. Если у вас планируется у весов третьей декады как раз-таки очень сильно интересные любовные события, мероприятия, почему бы и да. Меняйте свою жизнь в лучшую сторону, стройте в своих отношениях, либо в новых отношениях такие гармоничные истории, но понимайте, что если вы весы третьей декады, который выходит из отношений и входит в новый, буквально в феврале вы вышли из отношений в январе, а в марте решили войти в новый, так не бывает, дорогие, потому что еще даже не сменился соляр, в дирекциях не поменялось. Транзиты-то поменялись, но годовой прогноз не поменялся, он один и тот же. То есть у вас будут те же самые вопросы в новых отношениях всплывать. Поэтому все те, кто хотят менять одни отношения на другие очень резко в течение месяца, или там я развожусь и вхожу в новые отношения тут же, история такая себе, потому что очень скоро, буквально в августе, в сентябре все эти вопросы поднимутся снова. В октябре 100%, 100% в октябре все это вернется, потому что в октябре 2026 года у нас период ретроградной Венеры, период вашего управителя, когда вы будете переосмысливать вообще все в своих любовных отношениях. Поэтому такой большой, мощный период, в котором будет много ясности. Но опять же, я опять забежала вперед для того, чтобы эта ясность у вас появилась сейчас. Хотя на самом деле возможно, что на момент прослушивания гороскопа будет не вериться. Я сама иногда не верю, насколько вот так рассказываю, потом люди пишут все точно так, и это иногда даже пугает, скажем честно. Поэтому не программируйте себя на плохое, программируйте себя согласно своим ощущениям, как вы хотите, чтобы было в вашей жизни, и чтобы это было честно для вас и для вашего партнера. Понимаете, я о чем говорю. Идем дальше. Какой будет март? Март будет, все зависит от февраля. Не могу сказать, что март будет классный и потрясающим, если в феврале вы начудили. Естественно, в марте, как правило, мы будем с этим разбираться. И да, у нас 6 марта Венера, ваш управитель, переходит в знак Овна, и действия у всех весов станут такие яркие, интересные, быстрые, дерзкие, захочется ясности. Опять же, у весов первой декады здесь главное не натворить дел для того, чтобы этой ясности стало настолько, чтобы открылось окно такой большой гигантской свободы. Вообще здесь у весов в первой декады большой масштаб и объем на этот март, финансовый уровень очень сильно поднять можно. В отношениях тоже можно подняться, финансы вообще потрясающие, работа, карьера, покупки большие, опять же, машина, квартира тоже получится у весов первой декады, хоть и не будет безэмоционально, но все же здесь аспекты позволяют вам как раз-таки делать ваш максимум, поэтому ускорьтесь и делайте, как вам хочется. Весы второй декады у вас на этот март, у нас вообще 11 марта еще Юпитер меняет ретроградное движение, то есть выходит директно и начинает плавно двигаться в сторону третьей декады и будет делать аспект уже весам третьей декады. Но в этом марте он еще будет такой финальный такой на момент его ретроградности, поэтому середина марта у весов второй декады такая история, когда, знаете, когда у нас из ретроградности выходит планета, мы останавливаемся и начинаем думать, так, а почему мы не думали это раньше? Почему мы не сделали это раньше? То есть здесь пересмотр своей профессиональной деятельности, здесь пересмотр вообще всех своих реальностей, то есть всех своих событий в жизни, своей жизни вообще, любовных отношений, семьи, все, что у вас есть. Потому что Юпитер, он же в раке еще. Это все, что связано с семьей, с детьми, с отношениями, с любовью. Плюсом еще захочется, конечно, финансов, захочется стабильности, расширения карьеры. И это тоже хорошая история. Будет у вас ощущение у весов второй декады, что вы не реализованы. Я вам хочу сказать, реализовывайтесь. Потому что если вы не будете это делать, это момент претензионный очень сильно, когда нам захочется со всеми ругаться, выяснять отношения. А зачем это делать, когда можно на этом аспекте построить себя, свою реализацию, которая потом будет приносить финансы и будет вам нравиться? Понимаете, я о чем говорю, да? Поэтому март будет у весов второй декады как такой финальный вопросик к себе. А что же мне на самом деле не нравится, почему я решила все менять?
понимаете, да, либо чего-то достигать. Очень хорошая история. Обучение очень хорошая история, связи, коммуникации, работа тоже хорошая история, командировки, поездки хорошо будет складываться, поэтому здесь действуйте и делайте. Весы третьей декады в этом марте у вас история связана, конечно, с большими такими мощными историями, дерзкими в отношениях, я говорила, да, поэтому здесь, конечно же, будьте лишь аккуратны во второй половине марта, потому что здесь Венера встанет в квадратуру с Юпитером, когда все-таки в отношениях будут разногласия. Если это новые отношения, то там будут разногласия. Если это отношения прошлые, то будет опять казаться, что что-то как-то не так. То есть отношения с прошлого, какие-то большие, мощные отношения, которые очень долго у вас длились. Если это вопросы с финансами, постарайтесь на этом аспекте не тратить, не вкладываться в какие-то сложные, странные, непонятные проекты, потому что Венера все-таки выходит из аспекта с Сатурном, а здесь нужны основательные, четкие покупки. Если вы будете распыляться, то получится очень быстро потратить деньги, и потом будет конец марта в переживаниях. Вот такая история, у весов третьей декады. И да, одно из следующих событий, 19 марта у нас новолуние. Новолуние, новый лунный цикл будет в рыбах, Солнце с Луной будут в рыбах, при всем при этом это будет соединение с Сатурном и Нептуном, которые в Овне. О чем это? О чем это говорит, да? При всем при этом Венера будет на этот момент еще и в квадратуре с Юпитером, когда нам захочется ругаться, скандалить, тратить много денег вот так по прихоти и быть нестабильными. Поэтому ворчливыми, ругаться, портить свою репутацию, портить свой контакт с другими людьми, со вторыми половинками в том числе, да. Поэтому здесь постарайтесь 19, 20 и 21 максимально сохранить свое самообладание. Почему? 20-21 у нас включается астрономическая весна. И да, это момент, когда 20-21, почему две даты, все зависит от того, в каком полушарии вы находитесь, понимаете, да? И это момент вообще, в принципе, всегда такой очень яркий, острый, дерзкий. И здесь эту историю тоже нужно так и понимать. Включается новый астрономический год, не календарный, а астрономический. Солнце традиционно переходит в первый градус знака Овна. И здесь начинается такое большое, мощное ускорение, поднятие больших таких мощных волнений у весов первой декады. И конец марта будет такой период, когда все-таки либо вы начинаете свою жизнь стабилизировать, расти в финансах, либо все начинает идти сложно. Понимаете, я о чем говорю, да? Поэтому я все-таки за первое, для того, чтобы у вас все становилось стабильно лучше. А как это сделать, я уже рассказала. На этот момент, конечно, заканчивает свое движение по первой декаде Стрельца Лилит. И Лилит начинает как раз-таки с этого нового лунного цикла с 19 марта влиять на вторую декаду весов, хоть и в гармоничном аспекте, но все же. Посмотрите весы второй декады, почему вы не идете вперед в реализацию, почему топчетесь на месте и не получаете тот самый результат, который хотите. По итогу марта это будет очень важные выводы, осознание, и тогда у вас апрель будет невероятно потрясающим, с невероятными событиями, чего я вам и желаю. Весы третьей декады у вас, могу сказать, что конец марта – это момент, когда захочется конфликтных отношений, захочется как-то доказать свою правоту, Венера будет идти по Овну, абсолютно дерзкая, захочется себя проявить, но не совсем это будет гармонично складываться для вас. Поэтому если вам хочется чего-то доказать, подождите начала апреля, и Венера у нас в самом начале апреля переходит в знак Тельца. Это очень выгодная позиция вообще для всех весов. Ну что, дорогие мои весы, вот такой гороскоп для вас на эту зиму. Вообще, если делать такой короткий вывод, это финал. Зима 2026 года, январь и февраль – это финал всех последних лунных циклов, месяцев последних 2 лет, аспектов, которые у нас были. И с марта, можно так сказать, начинается у нас новая жизнь, вот так это можно сказать, да, но опять же, она начинается раньше в феврале, по чуть-чуть, да, как говорится, если бы все аспекты, все планеты в один день поменяли бы знак, мы бы точно не справились, а так у нас по чуть-чуть, дозированно эта история случается, и мы с этим справляемся. Сказать, что кто-то из весов не справится с напряженными аспектами,
справитесь и договоритесь. Опять же, нужно как можно больше стабильности и реального взгляда на свою жизнь. Если захочется пустить пыль в глаза, просто доказать, почувствовать свою правоту, да вы же и так знаете, что вы правы. Вы же и так знаете, что оно есть вот так. Это же видно, да? Поэтому не распыляйте свой ресурс, свое время, которое, кстати, деньгами не наверстаешь, для того, чтобы начать строить свою жизнь активно, мощно, ярко и структурно. Потому что Юпитер все-таки покинет. Он не будет вот так противоречиями своими заставлять двигаться вперед. Плутон, да, медленно движется Плутон. Это такая история. Но у весов вообще 2026 год, он такой мощный, он такой сильный. Могу сказать, что даже кардинальный, да, поэтому не все сразу случается. Зиму 2026 года мы разбираемся со своими прошлыми вопросиками. Если мы что-то не доделали, это нужно обязательно доделать. Для чего? Для того, чтобы пойти дальше, для того, чтобы пойти на новый уровень, взять те самые желания, которые вы хотите, и их реализовать. И тогда у вас все будет хорошо. Ну что, мои дорогие, я желаю вам потрясающей зимы, пусть у вас все сложится потрясающе. Если у вас остались вопросы, оставляйте в комментариях к этому видео, и увидимся с вами в следующем ролике. Пока-пока.